Забота о недоношенных детях. Та, к которой мы привыкли сегодня, мягкая, точная и при этом доступная, далеко не всегда была такой. Первые попытки совершали сами родители, и они были больше похожи на заметание улик, чем на медицинскую помощь. Например, детей клали в печь, остывавшую после выпекания хлеба, чтобы помочь им согреться. Всего 100 лет назад без этого недоношенные дети попросту замерзали, а врачи даже не пытались их спасать. До конца XIX века рождение ребенка раньше срока считали приговором. Медицина того времени занималась здоровьем матери, а глубоко недоношенных детей, например, весом меньше 1,5 килограмма, врачи часто даже не начинали выхаживать, считая их нежизнеспособными от природы. Отказ врачей не считался жестокостью, так как без соблюдения определенных условий, о которых врачи могли только догадываться, далеко не каждого можно было спасти. Семья была вынуждена быстро отпускать таких новорожденных, чтобы продолжать растить здоровых детей. При лечении взрослых людей медицина опиралась на жизненные силы больного. Если врач не находил никакой явной болезни, повышенную температуру, то есть жар, ставили как отдельный диагноз и лечили кровопусканиями, обливанием ледяной водой и холодными клизмами. При этом холодный лоб принимали за признак слабости организма, недостаток жизненных сил, и вообще не лечили как отдельную проблему, тем более у младенцев, которые и так слабее взрослых. Жар и гипотермию, то есть чрезмерное охлаждение, определяли на ощупь рукой. Градусники вошли в постоянную практику только ближе к 70-м годам XIX века. До этого врачи просто не измеряли температуру и не понимали, насколько быстро недоношенный младенец теряет тепло. Таким детям часто не хватало именно тепла, не родительского, а буквально подогрева тела. Без него в первые дни жизни они погибали от переохлаждения, поскольку просто не могли согреться сами из-за еще не успевшего сформироваться и поэтому очень тонкого слоя жира. Но о причинах нежизнеспособности догадывались их родители. Идея прогревания недоношенных детей возникла не из медицинских лабораторий, а из бытового опыта. Владельцы хозяйств прекрасно знали, что делать с новорожденными животными. Если цыпленок рождался слабым или замерзал на холоде, его первым делом несли к печи и заворачивали в теплые шкуры, чтобы согреть его до нормальной на ощупь температуры. То же самое родители интуитивно переносили на младенцев. Детей обматывали ватой или смазывали гусиным жиром, чтобы остановить охлаждение. Такой кокон работал как простой термос, сохраняющий тепло, но он ничего не нагревал сам по себе. Существовали и способы подогрева. Новорожденных обкладывали грелками, бутылями с горячей водой или даже клали в теплую печь. Во многих странах существовал обряд перепекания. Недоношенного младенца обмазывали тонким слоем теста, оставляя открытыми только рот и нос, чтобы он не задохнулся. Его клали на деревянную хлебную лопату и трижды отправляли в остывающую печь. Допечь ребенка значило согреть его постоянным мягким теплом, поскольку тесто проводит нагрев, не обжигая и не высушивая тело. По сути, печь столетиями выполняла роль примитивного инкубатора, устройства для вынашивания таких детей. Помимо этого, в некоторых скандинавских деревнях младенцев обкладывали распаренными отрубями, а иногда домашним скотом или кошками, служившими мягким природным обогревателем. Иногда, даже сегодня, недоношенность считают неполноценностью. Исаак Ньютон и Наполеон тоже родились слабыми и выжили, после чего еще долго творили дела и открытия мировой важности. Уинстон Черчилль родился на 7-м месяце беременности во время бала. Несмотря на это, по словам его отца, лорда Рэндольфа Черчилля, Уинстон рос очень здоровым, учитывая его преждевременность. Грелки и вата помогли и позволили ему прожить долгие 90 лет. Хотя эти способы действительно позволяли выхаживать часть детей, эффективность была невелика. Только треть младенцев удавалось спасти в таких условиях. Улучшить ситуацию помог, как ни странно, французский зоопарк. Первые дни жизни были рубежом,
за которым было либо будущее, либо ничего. Люди думали о нем как о судьбе и неизбежности, и почти никто не смотрел на него как на экзамен в школе, к которому на самом деле можно подготовиться. Революция произошла во Франции в 1870-80-х годах благодаря акушеру Стефану Тарне. Навещая парижский зоопарк, Тарне увидел первые коммерческие инкубаторы для цыплят, созданные птицеводом Оделем Мартеном. Он наблюдал, как прибор нагревал сотни яиц без участия наседки. Тарне задумался, если это работает для птиц, почему бы не сделать то же самое для людей? Дикая для своего времени мысль. В те времена рождение недоношенного ребенка считали волей Божьей, в которую категорически нельзя вмешиваться. Начать выращивать людей как птиц было все равно, что сегодня начать выращивать в горшке рыбу. Но идея была по своей сути простой и гениальной, и Тарне обратился к Мартену с просьбой построить деревянный ящик размером побольше. Ящик имел двойные стенки, отделение для горячей воды снизу и стеклянную крышку сверху, чтобы можно было наблюдать за ребенком, не выпуская тепла. Для лучшей изоляции в стенки засыпали опилки, а снизу заливали кипяток, который постоянно подогревали или меняли. Воздух поступал через отверстие внизу, нагревался от горячей воды, поднимался к ребенку и выходил наружу через вытяжную трубу. Этот ящик получил имя кувес, французского слова, означающего «высиживать». В 1880 году Тарне установил первые 5 кувезов в отделении для ослабленных детей. Несмотря на возражения и опасения в обществе, результаты оказались блестящими. Почти каждый второй, прошедший через аппараты Тарне, оставался жив. Выживаемость младенцев в кувезе выросла почти в 2 раза. Скепсис коллег, шутивших про высиживание людей, сменился признанием и интересом. Позже ученик Тарне, Пьер Бюден, сформулировал 3 основных условия ухода: постоянное тепло, гигиена с изоляцией и грудное молоко. Врачи наконец узнали, что делать с такими детьми, но, как и все новое оборудование, инкубаторы были очень дорогими и сложными в обслуживании. Один французский инкубатор марки Lion в 1900-х годах стоил около $750. На сегодняшний счет это десятки тысяч долларов. Для больницы это было непозволительной суммой за прибор, который нужен нежизнеспособным детям. Спустя всего 15 лет кувес совершит неожиданный вираж из парижской клиники и превратится в одно из самых громких и странных шоу в парках аттракционов США. Мартин Артур Куни утверждал, что учился у Пьера Бюдена, хотя никаких доказательств этого не сохранилось, как и не сохранилось официальных упоминаний о его учебе на врача. Тем не менее, в 1896 году Бюден поручил ему отвезти партию инкубаторов на Великую промышленную выставку в Берлине. Чтобы показать работу аппаратов публике, Куни позаимствовал несколько недоношенных младенцев из местной больницы и поместил их в инкубаторы прямо на выставке. Аттракцион вызвал ажиотаж и спас детям жизнь. Так Куни понял, что общество готово платить за зрелище, а аппараты сильно недооценены. Он стал врачом-путешественником и возил инкубаторы по разным странам и всемирным выставкам, например, в Лондоне и Париже. Однако европейская медицина уже постепенно начала внедрять инкубаторы в клинике благодаря коллегам Куни во Франции, чего в те годы в Америке не было от слова совсем. Он открыл постоянную выставку недоношенных детей в парке аттракционов Кони-Айленд в Нью-Йорке. В начале 20 века Кони-Айленд был главным курортом Нью-Йорка. Это была мировая столица развлечений, переживающая свое золотое время. Здесь массово использовалось электричество, которого не было во многих домах, и обкатывались первые американские горки. Благодаря дешевым билетам на метро на Кони-Айленд съезжались сотни тысяч людей всех национальностей и сословий. Каждый посетитель платил 25 центов, чтобы посмотреть через стекло на младенцев в стеклянных кувезах. Для своего времени они выглядели как фантастические гаджеты будущего,
как сегодня для нас выглядят человекоподобные роботы. Кроме того, парки аттракционов того времени были наполнены выставками людей с аномалиями, бородатые женщины, сиамские близнецы или великаны. Куни сыграл на том же самом, но дал публике нечто иное. Люди смотрели на невероятно малых младенцев в идеальных стеклянных ящиках, которые боролись за жизнь. Некоторые из пациентов весили всего 800 граммов. Младенцев наряжали в слишком большую для них одежду, повязывали им бантики, а медсестры на глазах у публики кормили их из пипеток и взвешивали на аптекарских весах. Публика приходила сопереживать, посмотреть на крошечных борцов и с облегчением выйти на улицу. В эпоху, когда Кони-Айленд прозвали «пятицентовой империей», потому что билеты на большинство обычных каруселей стоили по 5 центов. 25 центов за вход в павильон Мартина Куни было премиум-билетом. За эти деньги можно было купить 5 хот-догов, 3 пачки сигарет или полноценный обед в нью-йоркской столовой. И все же эта плата была центральной идеей доктора Куни. Она казалась публике символической платой за развлечение и также была ощутимой суммой, позволявшей содержать высокотехнологичную больницу. Павильон Куни сильно отличался от соседних аттракционов. Там работали профессиональные медсестры в белой форме, стоял запах антисептиков и идеальная чистота, вызывавшая у публики доверие и трепет. Главный минус клиник, закрытость, был перевернут с ног на голову. Врач даже устраивал встречи с подросшими выпускниками инкубаторов. Здоровые дети и подростки, которых вылечил павильон, становились живой рекламой своего спасителя. Дети получали лучшую медицинскую помощь своего времени. При этом для родителей выхаживание было абсолютно бесплатным, несмотря на то, что на уход за одним ребенком каждый день уходило около $15. Огромные деньги по тем временам. Павильон Куни посещали сотни тысяч людей за сезон, и продажа билетов по 25 центов не просто перекрывала все затраты на содержание младенцев и зарплаты персонала, но и приносила отличную прибыль самому Куни. Ситуация с официальной медициной начала меняться только в 1922 году благодаря доктору Юлиусу Хессу из Чикаго, которого сегодня считают отцом американской неонатологии. Хесс был одним из немногих дипломированных врачей, кто не презирал Мартина Куни, а сотрудничал с ним. Куни делился опытом ухода, а Хесс внедрил его в обычную медицину. Он создал первое в США специализированное отделение для недоношенных детей в больнице Майкла Риза в Чикаго. Кроме того, Хесс разработал свой вариант кувеза – стальной электрический ящик, который был проще и надежнее французских аналогов. К тому же Хесс добавил туда подачу кислорода, что также улучшало шансы на выживание. Шоу Куни просуществовало 40 лет. За это время он спас более 6,5 тысяч детей, а выживаемость в его павильоне превышала 85%, выше, чем в обычных клиниках США. Миллионы посетителей, включая будущих родителей и врачей, своими глазами увидели, что маленькие дети могут выжить благодаря технологиям. В итоге, к началу 1940-х годов, больницы Нью-Йорка и других крупных городов наконец начали массово открывать собственные отделения интенсивной терапии для новорожденных и закупать инкубаторы. В 1943 году Куни закрыл свое шоу, заявив, что его миссия выполнена. Теперь этим занимается официальная медицина. В 1950-х годах, когда кувезы наконец стали нормой, врачи впали в крайность. Считалось, что кувез – это абсолютно стерильная среда, и ребенка нельзя трогать вообще, чтобы не занести инфекцию. Родителям разрешалось только смотреть на ребенка через стекло. Спустя 15 лет выяснилось, что без физического контакта младенцы испытывают госпитализм, тяжелую задержку развития и апатию, и набирают вес значительно медленнее, чем могли бы. Только в 70-х матерям разрешили брать на руки своих детей в инкубаторах, и лечение ускорилось само собой. В развивающихся странах современный кувез – непозволительная роскошь. На рубеже 70-х и 80-х годов Колумбия столкнулась с дефицитом кувезов, и врачи предложили простое решение
родители вместо кувезов. Так родился метод кенгуру. Ребенка не просто берут на руки, а постоянно держат на груди родителя. От 8 часов в сутки и даже круглосуточно. Это выравнивает дыхание, согревает и также ускоряет его развитие. Раньше недоношенного ребенка сначала несколько дней стабилизировали в кувезе и только потом отдавали родителям. Сегодня же все наоборот. Сначала живое тепло и только затем стабильное электрическое. Даже если больнице удается получить инкубатор, он быстро начинает требовать специальных запчастей, которых вечно нет в наличии. Вы не можете просто вкрутить любую лампочку вместо перегоревшей, потому что так аппарат будет работать как получилось, а не как надо. При этом почти в любом, даже самом бедном регионе мира есть автомастерские, запчасти для машин и автомеханики, умеющие их чинить. Инженеры заметили это и решили собрать рабочий инкубатор сразу из автозапчастей. Проект Neo Nurture представлял собой инкубатор, разработанный бостонской компанией Design That Matters во главе с Тимоти Престера. Источником тепла служили фары от автомобиля. Воздух циркулировал за счет вентилятора салона, сигнализация была собрана из поворотников и звукового сигнала открытой двери, а питание от обычного 12-вольтового аккумулятора. Идея автоинкубатора заключалась в том, что починить его мог абсолютно любой автомеханик в любой деревне, просто купив деталь в ближайшем магазине автозапчастей. Несмотря на громкий успех в медиа и выставочных залах, Neo Nurture так и не поступил в массовое производство. Надзорные органы отказались сертифицировать устройства, собранные из разных автомобильных деталей, а больницы не были готовы закупать несертифицированный конструктор. Дизайнеры сосредоточились на том, как починить устройство, но не учли, кто и как его будет закупать и использовать. В 2010 году проект получил огромный резонанс, вошел в список 50 лучших изобретений года по версии журнала Time и завоевал премию People's Design Award – народная премия за лучший дизайн. Хотя команда инженеров сделала выводы, и Тимоти Престера даже выступил с лекцией под названием «Проектируйте для людей, а не для наград». Этот проект так и не помог ни одному пациенту. В 2000-х годах инженеры изобрели Embrace Warmer – согревающее объятие. Это спальный мешок для недоношенных детей стоимостью меньше $50. Проект родился в стенах Стэнфордского университета в США, когда перед студентами поставили задачу – собрать инкубатор для новорожденных, который стоил бы 1% от цены стандартного медицинского оборудования. Это, к слову, около $20 тысяч в США. И результат оказался в 4 раза дешевле. Внутри мешка находится специальный восковой материал. Его нагревают в обычной горячей воде за 15 минут, после чего он держит идеальную для младенца температуру 37 градусов в течение 4-6 часов вообще без электричества. Это изобретение не только вышло в свет, но и спасло уже более 300 тысяч детей в бедных сельских районах Азии и Африки. Недавно технологии шагнули еще дальше. В 2017 году исследователи из Филадельфии создали BioBag – биопакет. Систему, которая не просто поддерживает жизнь, но и развивает ее так, будто плод еще не родился. Пакет пока не подходит для людей и поэтому испытывался на ягнятах. Сильно недоношенного ягненка поместили в герметичный пластиковый пакет с питательной средой, где он успешно дышал и развивался, наращивая шерсть в течение целого месяца. В ближайшие годы подобные технологии планируют тестировать для спасения крайне недоношенных детей, рожденных на сроке около 5 месяцев. Медицина веками игнорировала недоношенных младенцев, но теперь быстро и эффективно спасает тех, кого нельзя спасти. Подпишитесь на канал, и вы узнаете много новых интересных историй. Спасибо за внимание и до новых встреч!